Роковая гора спала. Тысячелетиями она изрыгала дым и пепел, служа кузницей для темного властелина Саурона. Но сегодня ее сон был нарушен неволей хозяина Барад-дура. В недрах вулкана, там, где лава кипела жарче всего, сама ткань реальности начала истончаться. Это не было похоже на магию Средиземья, это было грубое, насильственное вторжение. Воздух в Самат-Наур наполнился запахом серы гниющей плоти и древнего первобытного страха. Орки-надсмотрщики, следившие за кузницами, первыми почувствовали неладное. Их грубые души, привыкшие к тьме, внезапно сжались от ужаса, которому они не могли найти название. Лава изменила цвет. Из привычного оранжево-красного она стала багровой, цвета венозной крови, и в ней начали плясать черные молнии. Внезапно раздался звук, похожий на треск ломающихся костей мира. В центре жерла открылся портал, рана в пространстве, кровоточащая тьмой. Из этой раны, окутанный пламенем, которое не обжигало, а пожирало души, шагнул он. Диабло, владыка ужаса, первичное зло. Его чешуйчатая кожа была тверже драконьей брони, шипы на спине и плечах напоминали горные пики, а хвост хлестал воздух, оставляя за собой огненный след. Но страшнее всего были глаза. В них не было желания власти или порядка, как у Саурона. В них была лишь бесконечная ненасытная жажда страдания. Диабло вдохнул пепельный воздух Мордора и расхохотался. Его смех был подобен землетрясению, от которого по стенам Роковой горы пошли трещины. «Этот мир...» – прорычал он на языке, который звучал как скрежет металла о кости. «Он пахнет страхом, он созрел». За его спиной из портала начали вылетать легионы ада, падшие, размахивая ятаганами и выкрикивая имя своего господина. Огромные, неповоротливые могильные владыки, юркие и смертоносные суккубы. Лавина демонов хлынула из входа в Самат-Наур, сметая охрану орков. Уруки пытались сопротивляться, но их ятаганы ломались о демоническую шкуру, а их щиты плавились от адского огня. Это была не битва, это была бойня. Диабло вышел на склон горы и посмотрел на расстилающееся внизу плато Горгород. Тысячи орков, троллей и варгов, собранные Сауроном для войны с Гондором, теперь смотрели вверх на пылающую фигуру, затмившую само око. В Барад-дуре Саурон почувствовал это вторжение мгновенно. Это было похоже на удар кинжалом в разум. Кто-то посмел осквернить его кузницу, кто-то посмел принести в его владение огонь, неподвластный ему. Великое око повернулось к Роковой горе, сузив свой зрачок в ярости. Саурон не знал страха, но он знал угрозу. Он послал ментальный приказ девятерым. Назгулы, кружившие над Минас-Маргулом, развернули своих крылатых тварей и с пронзительным визгом устремились к вулкану. Этот визг веками вселял ужас в сердца людей и эльфов. Но сегодня они летели навстречу тому, кто сам был воплощением ужаса. Король-чародей первым достиг склона горы. Он спикировал на Диабло, занося свой маргульский клинок. «Убирайся в бездну, откуда пришел!» Прошипел он голосом, от которого вяли цветы. Диабло даже не поднял голову, он просто выставил руку и поймал крылатую тварь за горло прямо в полете. Огромный ящер захрипел, его кости захрустели. «Страх?» – спросил Диабло, глядя на Назгула. Красный камень в его лбу вспыхнул. «Ты пытаешься пугать меня страхом, я и есть страх». Он сжал руку. Тварь взорвалась фонтаном черной крови и огня. Король-чародей рухнул на камни, его плащ дымился. Он попытался встать, но Диабло наступил ему на грудь когтистой лапой. «Ты пуст, призрак!» – усмехнулся владыка ужаса. «У тебя нет души, чтобы я мог ее пожрать, но твоя сущность послужит топливом». Диабло выдохнул поток алога пламени прямо в капюшон короля-чародея. Древняя магия, удерживавшая дух Назгула, столкнулась с хаосом преисподней. Раздался крик, который услышали даже в Шире, и главный слуга Саурона рассеялся, превратившись в ничто. Оставшиеся 8 Назгулов в ужасе отпрянули. Они чувствовали, как их связь с Сауроном ослабевает в присутствии этого монстра. Орки на равнине, увидев гибель своего предводителя, дрогнули. Но бежать было некуда.
Демоны Диабло уже спускались со склонов, как огненная река. Азмодан, генерал преисподней, вел их, круша ряды уруков своим огромным телом. Тролли, которые обычно были машинами для убийства, в панике разбегались от мелких, но злобных фетишей, которые впивались им в ноги и глаза. Саурон понял, что допустил ошибку. Он недооценил врага, ему нужно было больше силы. Он обратил свой взор к глубинам Мории, к древнему союзнику, который спал там веками. Балрог, проклятье Дурина, моя, совращенный Мелькором. Саурон призвал его, и Балрог ответил. Земля разверзлась, и из трещины вышел огненный демон Средиземья с огненным бичом и мечом. Он был огромен, окутан тенью и пламенем. Орки воспряли духом, их бог прислал защитника. Балрог заревел, вызывая Диабло на бой. Два титана встретились посреди пылающей равнины. Балрог ударил бичом, обвивая шею Диабло. Огонь Удуна встретился с огнем ада. Диабло схватился за огненный хлыст и резко дернул его на себя. Балрог, несмотря на свою массу, полетел вперед. «Ты всего лишь искра», – прорычал Диабло, встречая Балрога ударом когтистого кулака в грудь. «Ая, пожар, который сожжет миры!» Удар был такой силы, что грудная клетка Балрога треснула, извергая лаву вместо крови. Диабло схватил демона Средиземья за рога и, используя свою чудовищную физическую силу, поставил его на колени. «Поклонись», — приказал Диабло. Аура ужаса, исходящая от него, была настолько плотной, что даже древний Майя почувствовал дрожь. Балрог, существо, не знавшее страха с начала времен, посмотрел в глаза истинного зла и увидел там свою погибель. Он выронил меч, он склонил голову. Орки, увидев это, побросали оружие. Если даже Балрог склонился, у них не было шансов. Диабло отпустил рога поверженного демона и посмотрел на Барад-дûр. Теперь между ним и Сауроном не было никого. «Твой черед глаз!» – прошептал Диабло. Его голос, усиленный магией, разнесся по всему Мордору. «Твоя башня станет моим троном, твои рабы станут моими игрушками». Армия демонов, пополнившаяся теперь и сломленными орками и подчиненным Балрогом, двинулась к темной башне. Небо над Мордором окончательно окрасилось в кроваво-красный цвет. Молнии били в землю, превращая камни в стекло. Саурон, запертый в форме ока на вершине башни, сконцентрировал всю свою волю. Он не мог сражаться физически, но его разум был острее любого клинка. Он попытался проникнуть в сознание Диабло, найти его страхи, его слабости. «Ты ищешь власти», – прошептал голос Саурона в голове владыки ужаса. «Но ты всего лишь зверь. Ты разрушаешь, но не строишь. Присоединяйся ко мне. Вместе мы создадим порядок». Диабло расхохотался прямо в лицо ментальной атаки. «Порядок?» Его смех разрывал ментальную связь, причиняя Саурону физическую боль. «Порядок – это тюрьма. Хаос – вот истинная свобода. Мне не нужна власть, чтобы править. Мне нужен ужас, чтобы питаться. И ты, Саурон, ты боишься? Я чувствую это. Ты боишься потерять контроль, боишься стать ничем». Диабло подошел к подножию Барад-дûра. Стены цитадели, выстроенные с помощью кольца, были почти нерушимы. Почти. Диабло ударил обеими руками по фундаменту. Земля застонала. Красная энергия ада потекла по черному камню, заражая его, искажая, превращая строгую геометрию Саурона в органическую пульсирующую массу плоти и кости. Башня начала меняться. Она не падала, она мутировала. Камень превращался в кровоточащее мясо, зубцы стен становились клыками. Саурон взвыл. Его крепость, продолжение его воли, предавалась осквернению. Он попытался ударить лучом тьмы из ока, испепелить врага. Луч ударил в Диабло, но тот лишь впитал энергию. «Да!» – закричал Диабло. «Больше! Твоя ненависть вкусна!» Он начал карабкаться по башне, вонзая когти в пульсирующие стены. Демоны внизу ликовали, раздирая на части последних защитников троллей. Балрог, теперь верный пес Диабло, стоял у ворот и своим огненным бичом отгонял тех, кто пытался бежать. Диабло добрался до вершины. Он стоял перед гигантским оком, которое металось из стороны в сторону, не в силах сфокусироваться. «Ты видишь все?» – сказал Диабло.
и его тень накрыла око. «Но ты не видел, что придет за тобой». Владыка ужаса вонзил свои когти прямо в огненную сущность ока. Саурон закричал не голосом, а самой реальностью. Это был крик бога, которого лишают божественности. Диабло не просто убивал его, он поглощал его. Он втягивал в себя древнюю майярскую сущность, смешивая ее со своей демонической природой. Огонь Саурона из желтого стал кроваво-красным. Зрачок расширился и превратился в черную дыру. Внезапно произошла вспышка, ослепившая весь мир от Гондора до Эребора. Когда свет померк, ока больше не было. На вершине искаженной мясной башни стоял Диабло, но он изменился. На его пальце появилось кольцо, не физическое, а сотканное из чистого огня и злобы. Он стал больше. Его шипы превратились в корону. Саурон не исчез. Он стал частью Диабло. Его холодный расчет теперь служил бесконечному голоду владыки ужаса. Самая опасная комбинация во вселенной – страх, обладающий стратегией. Диабло поднял руки к небу. Облака над Мордором разошлись, открывая не звезды, а пылающее небо преисподней. «Средиземье пало», – провозгласил он голосом, в котором звучали и рык демона, и сталь темного властелина. «Добро пожаловать в ад!» Земля задрожала, и по всему континенту начали открываться разломы. Из них лезли демоны, но теперь они были одеты в черную броню Мордора. Орки, чьи разумы были сломлены, поклонялись новому хозяину, распевая гимны на языке хаоса. В Минас Тирити Гэндальф, стоя на стене, уронил посох. Он понял, что война Кольца закончилась. Началась война за выживание души мира. И в этой войне у них не было надежды, потому что даже у надежды есть предел, а у ужаса его нет.